Доброго времени суток всем! В нашем современном мире военные инженеры и конструкторы создают дорогостоящее высокотехнологичное оружие, иногда не задумываясь о целях, с которыми ему придется бороться. В связи с этим хочется вспомнить знаменитую фразу «подобное лечится подобным». Если перефразировать на современный лад, то можно с уверенностью сказать «подобное должно сбивать подобное». К примеру, по Израилю в последнем военном конфликте было выпущено не менее 4000 ракет. За ними, созданными по технологиям Второй мировой войны, играли в догонялки современные дорогостоящие ракеты. Иногда успешно, но иногда, к сожалению, и нет. И как здесь не вспомнить седую историю китайцев XII века и их изобретение, которым мы пользуемся до сих пор в мирных целях? Это фейерверк. Автор канала предлагает его поставить на военную службу, заменив пироэлементы на поражающие элементы. Как видно из многочисленных видео, поражение ракет в основном происходит над городом. Из-за этого использовать осколки для противодействия опасно. При решении этой задачи лучше применять ударное ядро при взрыве кумулятивного заряда с металлической облицовкой. Для этого в поражающем элементе, которым является шар диаметром примерно 10 см, находятся мембраны по всему периметру. Поражающий эффект при этом будет распространяться на несколько метров, после чего ударное ядро будет распыляться, не причиняя вреда населению. Сам шар размещен в светоизлучающей поверхности, которая служит для определения его местоположения в пространстве. Для управления светодиодами в центре шара находится электронный модуль. Все поражающие элементы шары в количестве 21 штуки размещены в контейнере. Для сохранности они залиты веществом, которое разрушается при подрыве вышибного заряда, находящегося посредине контейнера таким образом, чтобы шары разлетелись по окружности. Сам контейнер изготавливается из пластика. В его верхней части под обтекателем расположен модуль управления и парашют. Этот парашют нужен для того, чтобы скорректировать время падения до момента подрыва. Для того, чтобы произвести выстрел, контейнер располагают с вышибным зарядом в стартовой мортире. После того, как произойдет выстрел, в нижней части контейнера загорится вещество, которое даст возможность определить местоположение снаряда в пространстве. Для стабильного полета контейнер раскручивается. Для этого на боковой стороне находится прилив. Он входит в спиральный паз в стартовой мортире. Для стрельбы можно использовать переделанный военный грузовик. На его базу устанавливается сервопривод с возможностью вращаться в двух плоскостях, ограниченных углами, заданными условиями конструкции. Там же установлены два манипулятора. Один для зарядки, другой для экстракции модуля. На огневой точке находится как минимум 3 грузовика. На одной из машин смонтирована пусковая установка. Она управляется с помощью закрытого радиоканала. На другом грузовике находятся непосредственно модули. Третий грузовик служит для приема использованных модулей. Когда на первом грузовике заканчиваются боеприпасы, он меняется местами с третьей машиной, в которой находятся использованные модули. Она уезжает, уступая место для новой машины с боеприпасами. Данная система позволяет быстро перезаряжать установку и менять позиции, что нельзя сказать о некоторых современных системах, которым нужно примерно час для развертывания и свертывания с места ведения огня. Это является проблемой, если у противника будет противобатарейная станция РЛС. Итак, давайте представим, что вместо нашего боевого фейерверка будет обычный, красивый и яркий, а вместо стандартных РЛС для целеуказания будет оптическая система, которая, по мнению автора канала, работает быстрее и целеуказания будут не только точнее, но и каналом отслеживания появится намного больше. В результате при залпе противника оптическая система определяет количество выстрелов, а также положение целей за единицу времени. Это работает намного быстрее, чем локатор и весь его вычислительный комплекс. Алгоритм оптической системы и ее вычислитель дают команду на открытие стрельбы таким образом, чтобы ракеты противника оказывались в непосредственной близости от поражающих элементов контейнера. И примерно на каждый выстрел в залпе противника будет один выстрел боевого фейерверка. Спасибо за внимание и мир вашему дому!